Привет! Сегодня я хочу вам показать, как впервые в жизни решила попробовать рисовать на одежде, а точнее на джинсах. Да-да, сразу решила не мелочиться и сделать целый подводный мир, хотя до этого ни разу не работала краской по ткани. Акулы, медузы, кораллы, скаты, ну и все, что любила смотреть в документалках и в океанариумах. А результат, честно, получился так, что я сама удивилась. В общем, смотрите. Изначально для меня это была не просто еще одна творческая задумка, хотя и это тоже, но также и способ разбавить свою рутину художника. Так как я на тот момент только недавно закончила работать над портфолио для университета, я уже видеть не могла свой планшет и стилус, от анатомии меня вообще тошнило. Но рисовать все равно хотелось. Так что для меня это стало прекрасной возможностью переключить свою деятельность на что-то поразнообразнее и, в конце концов, обучиться чему-то новому. А почему именно океан? Во-первых, как бы банально ни звучало, он безумно красивый. Вы только видели, какие там цвета, тона, сколько там существ обитает. Их просто бесконечно можно брать в качестве вдохновения как для дизайнов персонажей, так и для пейзажей, различных концепт-артов. И еще уйму идей можно почерпнуть, глядя на это чудо. Кстати, хорошая идея для нового ролика. Во-вторых, почему-то из всех морских существ я больше всего люблю именно акул и медузы. Понятия не имею, почему. Может, потому что акулы уже как-то стали такими мемными животными, а может, эта любовь к ним зародилась еще во времена, когда популярной стала та самая акула из Икеи. Кстати, у меня до сих пор ее нет, хотя все еще мечтаю, но руки как-то не дошли купить. Хотя с 16-го года прошло слишком много лет, даже вспоминать страшно. А медузы просто человые и красивые, за ними приятно наблюдать. К тому же, давно хотела порисовать на одежде, а на это по большей части вдохновили меня видео Асинастры. Возможно, вы помните такую художницу. Когда-то давно по этому ролику я в далеком 2019 или 2017, кажется, пробовала нарисовать маленького Тотора на футболке. Кстати, он у меня до сих пор есть. И это была первая и единственная попытка порисовать на одежде тогда. На что-то более серьезное я не решалась, да и идей особо не было. А недавно наткнулась в Пинтересте на такие картинки, и все. Вдохновение запущено, и остановить этот поезд уже нельзя. Нашла в обычном магазине идеальные, по моему мнению, джинсы для этой работы. Еще они были по очень большой скидке, чуть ли не в 70%, так что я была рада. Мне показалось сразу, что как-то такой интересный покрой, дизайн этих джинс подойдет для данной работы. И эти вставки сразу увидела как такие мини-холсты, в которые можно вписать изображение. Так как ткань темная, то предварительно я нанесла чисто белой краской, без смешивания цветов, основу, просто пятнами вырисовывая форму объекта, а заодно прикидывая, где примерно будет располагаться весь будущий рисунок. Да, скетч я особо не планировала, просто в голове была та самая картинка, а примерно этих акул, и очень хотела нарисовать медузу. А остальное придумалось как-то само по ходу. Минус такого метода — это если вы не уверены в том, что нарисуете точно так, как хотите, чтобы осталось в итоговом варианте, то сразу фигачить плотным белым цветом может быть немного рискованно, так как краска не отмывается практически с ткани, а сохнет она достаточно быстро. Так что для безопасности вашей работы можно той же самой белой краской, просто сильно разбавленной с водой, накидать полупрозрачно контуры того, что хотите нарисовать. Примерно как я тут с медузами делала. Так линии наброска не будут сильно контрастировать и выделяться на фоне последующих цветов и слоев, а даже добавит красивый такой графический эффект объема и живости в итоговом варианте. Но, знаете, самое интересное — это то, что в работе по ткани очень сложно что-то прям испортить. Практически любая смесь цветов или неровная форма, которая на обычной бумаге или в диджитал смотрелась бы криво, на ткани будет выглядеть такой интересненькой, оригинальной. К тому же можно чуть ли не бесконечно перерисовывать какую-то деталь, если вам уж прям совсем не понравилось, так как ткань, особенно джинса, не знаю насчет трикотажа или других материалов, это плотный материал, и можно перекрывать краской слой за слоем, не боясь испортить или протереть дырку, как, например, с акварелью. Так что можно точно не переживать и просто играть с цветами, формами, мазками и как угодно.
Вот постепенно я добавляла больше и больше деталей, учитывая, что еще все-таки на джинсы смотреть будут с расстояния, а не вблизи. Поэтому некоторые недочеты можно спокойно опустить и оставить даже определенные места пустыми или полупрозрачными, чтобы позволить мозгу самому додумать детали. А под конец я добавила световые блики кое-где для объема, просто белой краской, пузырьки и маленьких рыбок. Это дало глубину и такое движение всей картине. И вот сам финальный результат. Как-то так выглядел мой первый опыт рисования на ткани. На самом деле это был довольно-таки медитативный процесс, и прошло все куда спокойнее для меня лично, чем рисование на обычном холсте, а уж тем более в диджитал. Почему-то он меня нервирует особенно, я не знаю почему. Я бы с радостью попробовала рисовать еще нечто подобное, но пока нету идей, что именно. Может, вы сможете предложить в комментариях или покажете или расскажете о своих работах. И если вы давно хотели попробовать что-то новое или как-то разбавить свой привычный художественный досуг, то это правда отличный способ. Просто попробуйте, не бойтесь. Ткань все стерпит, честно. И ваши ошибки, и тяжесть или абсурдность переживаний, словом, все. Если решитесь попробовать, то рисуйте с легкой мыслью, что это не для демонстрации художественных навыков, а вот просто для того, чтобы оставить какую-то часть себя, свое видение. Вот так. Спасибо, что посмотрели это видео, и если хотите увидеть больше подобных экспериментов, то подписывайтесь на этот канал, на мой ТГК, ну и прочие соцсети, вы и так все знаете, все ссылки в описании. А если у вас есть какие-то пожелания для следующих видео, может, идеи, которые вы хотели бы увидеть или сами попробовать, но без туториала как-то не решаетесь, то пишите в комментарии. Буду рада прочитать и сделать. А пока.